Привет всем! Вот мы и едем с зимней квартиры в Вене на дачу в Каринтии. Но делаем это немножко раньше, чем планировали, а причина тому – карантин. Правительство Австрии призвало граждан к самоизоляции, предпринимаются решительные меры, чтобы сдержать лавинообразное распространение эпидемии. И, соответственно, мы, как законопослушные и, я надеюсь, разумные граждане, поехали в деревню. Вот мы сейчас были в Вене. А в Вене, смотрите, это от 5 до 10 случаев. Такой средний масштаб распространения. Максимальный больше 25 человек заболевших. А едем мы сюда, в Каринтию, где менее 5 заболевших. Тут деревня, такая сельская местность, дома стоят. Общения такого тесного между людьми гораздо меньше, разве что в магазине. Поэтому мы посчитали за лучшее собраться и поехать в деревню. Итак, мы выезжаем из Вены. Корзина, картонка и совсем не маленькая котенка. Наш котик Вилли. Он с нами. Вот смотрите, сел. Он всегда в машине очень активно себя ведет. Наблюдает за дорогой, следит, чтобы мы его куда не надо не повезли. Ему просто интересно, что там творится в мире. А в мире творятся всякие безобразия. Рядом Италия, где такой пример показали, как не надо. Там эпидемия мало того, что разрослась, очень много смертных случаев. И, соответственно, другие европейские страны сейчас пытаются разорвать цепочку передачи вируса от человека к человеку. Вирус сам по себе без организма человека живет недолго. От 1 часа до 1 суток, зависит от поверхности. А вот от человека к человеку может передаваться бесконечно долго. Поэтому цель ограничить социальные контакты, ограничить общение людей друг с другом на период эпидемии и таким образом разорвать цепочку передачи и не допустить перегрузки медицинских учреждений. То есть ограниченное количество врачей, есть ограниченное количество медицинских коек, есть ограниченное количество оборудования, способного помочь. Поэтому, если будет лавинообразное нарастание числа заболевших, часть из них просто физически не сможет получить должной медицинской помощи, что приводит к печальным последствиям. Поэтому правительство предприняло абсолютно разумный шаг. Сначала были ограничены собрания, сейчас все собрания запрещены. Остались работать магазины продуктовые и аптеки. Все остальное должно быть закрыто. Отменены все мероприятия. Людей призывают просто воздержаться от контактов в ближайшее время. Вплоть до того, как будет дан отбой. Вот мы прибыли. Около 4 часов ехали. Вот там все эти картины и корзины. Пальма, которую там Ирина привезла из Вены на размножение. И котик Вилли, обалдевший совершенно после нескольких месяцев в Вене, наконец-то вернулся домой. Кто первый раз смотрит видео на моем канале, наверное, не совсем в курсе, что и как. Просто посмотрите другие видео. Про кота Вилли несколько десятков. Есть про лебедей, про жизнь на даче, про то, как этот дом строился и так далее, и так далее. То есть, просто поинтересуйтесь. Тематика канала очень разнообразна. Не только про кота, но и про многое другое. Итак, котик совсем обалдевший, ходит, нюхает, не верит своему счастью. Он, правда, очень обрадовался. Мы его в тот вечер на ночь выпускать не стали. Он после дороги, утомленный, со смущенным сознанием. Решили, пусть он немножко попривыкнет. И вот смотрите, он просто первое появление, он ходит, глазам не верит. Наконец-то они меня привезли сюда. Тут по нему явно скучали мыши. Вилечке мышей не хватает, он у нас мышелов. На канале есть ролик про мастер-класс, как надо ловить мышей правильно. В общем, мы тоже ходим, смотрим. На улице где-то плюс 6, днем до плюс 10-12. Тепло, в общем-то. Но мы бы хотели, конечно, приехать немножко попозже. Но что поделать? Здесь прятаться лучше всего. В принципе, нам нужно съездить в продуктовый магазин, закупиться. И мы сидим
можем сидеть достаточно долго в домике, спрятавшись. Ну вот кот ходит. Ирина как раз будет готовиться к весенним полевым работам на участке. Я буду заниматься оградой. Но сначала в магазин. Итак, мы выбрали время, когда народу поменьше. Это к закрытию. Магазин «Меркур» работает до 8 вечера. Мы в 7:15 приехали. Ну, видите, машин уже немного, народ поразъехался. Но и народ подзакупился. Это было в пятницу вечером. Вот смотрите, такого мы не видели никогда. Ну, это овощные отделы, а вот это мясной отдел. Ну, то есть народ так разобрался. Но потом в понедельник пришлось еще раз с утра съездить за мясом. Оказалось, что все нормально. То есть просто в пятницу вечером перед выходными народ разобрал. Конечно, есть некоторый эффект вот этого хамстер-койфа, когда народ закупает продукты в излишних количествах. Но ну вот мы тоже закупили. Мы хорошо закупились, чтобы минимизировать вот эти поездки из дома. Итак, смотрим. Сейчас в Австрия затронута коронавирусом не очень сильно, относительно, ну, если сравнивать с Италией. Тем не менее, в Тироле есть проблема. Проблема в основном на горнолыжных курортах. Там Санкт-Антон и прочих, Фаральберг, Тироль. Они просто сезон надо было закрывать раньше. Ну, как бы вот раньше не закрыли. Туда приехали в массе итальянцы, которые обрадовались каникулам из-за карантина. Ну и пошли заражения. Наиболее известный случай был в одном баре. Бармен-норвежец работает, живет в Австрии. Он до этого съездил в Италию, подцепил вирус и позаражал 16 посетителей бара. А вот этот дом за зимой его не строили, вот буквально за месяц, за полтора вырос. Но это такая деревянная конструкция сборная. Ну, большой дом. Из него хорошая панорама озера, но он стоит недалеко от дороги, прямо перед дорогой. Поэтому там, сказать, удовольствие такое, не очень. Но на этом месте ничего не было. То есть это кто-то купил участок и отстроился. Вообще население Асиаха растет постепенно. Это одна из самых маленьких общин Австрии. Ну, просто там негде строить, места мало, между горой и озером. Ну, тем не менее, народ прибывает. А у нас какие-то странные вещи творятся, тянут какой-то кабель. Я очень надеюсь, что это интернет, может быть, нам. Потому что у нас там на даче интернет такой слабоватый. Вот, и огромная надежда, что нам протянут новую линию. Я не знаю, сейчас будет близко коробка распределительная, и я покажу один кабель. А если смотрят специалисты, кто разбирается в таких вещах, может быть, подскажет, что это. Вот. Я сейчас покажу близко один кабель. Может, подскажет, что это. Или это ток, или это какая-то слаботочная такая разводка. Может быть, интернет. Нам бы очень хотелось. Потому что на другой стороне озера оптоволокно есть, а у нас нету. А мне, учитывая вот мое хобби с YouTube каналом, иметь хороший интернет очень бы хотелось. Ну, вот такую траншею сделали. Я сейчас вам покажу трейлер будущего фильма про Прагу. Будет несколько фильмов про Прагу с разных ракурсов. А будет фильм хороший про город. Про сам город, про старую часть, про историю, памятники и так далее. И будет несколько фильмов вот из серии тренингов про недвижимость и миграцию. Относительно, на примере Чехии будут рассмотрены вот, ошибки при покупке недвижимости, ошибки при оценке страны. Будет проведен такой анализ возможностей на примере Чехии. Вот. Кроме того, скоро состоится премьера фильма про Hundertwasser. Это известный дом в Вене. Фильм сделан на хорошем таком художественном уровне.
а я просто рекомендую его посмотреть. Он, вероятно, выйдет в конце недели в пятницу. Ну что ж, вот в этой обстановке нам предстоит пережидать. У меня есть там термин назначен по колеса, зимнюю резину на летнюю менять. Я это, естественно, все поотменяю. Были там дела у стоматолога, ну такие не очень спешные, это тоже все отменяется. Дела в Вене, естественно, я тоже все прекратил. Так что просто сидим, гуляем с котиком, любуемся красотами, бегаем, прыгаем, худеем по возможности после зимы. И ждем, когда весь этот кошмар с коронавирусом наконец-то закончится и жизнь войдет в нормальное русло. А на этом все. Кликните, пожалуйста, котика, откроется окошко подписки, подпишитесь на канал, включите уведомления, поставьте лайк и успехов вам!